Здравствуйте! Это программа о вкусной и здоровой пище. А меня зовут Сталик Ханкишиев. Сегодня мы будем готовить блюдо, от которого вздрогнут сердца тех, кто когда-то жил в Средней Азии. Кёк-манты. Бывает кёк-чай, зеленый чай. Бывает кёк-самса, самса с зеленью. А у нас сегодня будут кёк-манты. И вас ждут сюрпризы, потому что готовить это блюдо мы будем с нотками импровизации. Все начинается с теста. 5 совочков обычной пшеничной муки высшего сорта. Сколько это будет в граммах, не знаю. Все делается на глаз. И на глаз я беру 1 совочек крахмала. Хорошо бы взять рисовый крахмал. Если есть кукурузный, тоже подойдет. В горке муки я сделал углубление, куда насыпаю, примерно чайную ложечку соли. И теперь сюда вливаем горячую воду. Горячую как? Был кипяток, остыл, постоял минут 10. Я предполагаю, что температура воды сейчас градусов 70. И поэтому замешивать тесто я начинаю не рукой, а лопаткой. Заварное, да еще и с добавлением крахмала, тесто получится очень прочным и слегка прозрачным. Вымешиваем до тех пор, пока вся мука не войдет в тесто. Знаете, тесто должно получиться и не мягким, и не жестким. Вот оно какое тесто. Оно уже тянется в моих руках, но это еще не все. Этот комочек теста я оставляю в одном уголке таза и насыпаю еще раз муку и крахмал. Для тех, кому важны цифры, могу сказать, что в этом совочке помещается 60-70 грамм муки. И я еще раз набираю 3, 4, 5 совочков обычной пшеничной муки и 1 совочек кукурузного крахмала. Все повторяется. Еще немного соли, примерно 1 чайная ложка. Но теперь не горячая вода, а сок от шпината. Я взял замороженный шпинат, который продается в любом магазине, и отжал из него сок. Нет замороженного, значит, надо взять свежий шпинат и выжать из него сок. Смотрите, какой прекрасный натуральный краситель у меня в стакане. 250-300 граммов. Первый комок теста был заварным, на горячей воде. А второй комок теста на холодном шпинатном соке. Поэтому муки в него следует добавлять побольше, а вымешивать потуже. Посмотрите, мне приходится давить на тесто 2 руками. Оно получается значительно жестче. Знаете, не обязательно заморачиваться с домашним тестом. Можно, конечно, пойти в супермаркет и купить обычное, готовое, замороженное тесто. Иногда встречается даже раскатанное. Но все-таки научиться готовить тесто самому – это огромное удовольствие. Да и польза несомненная. Ведь очень много вкусных блюд готовится именно с тестом. Не надо бояться. Если кто-то научился пристойно готовить мясо, то с тестом научится готовить и подавно. Поверьте, в этом нет ничего сложного. Теперь подсыпаем на стол еще немного муки. Подпыляем. Собираем тесто в аккуратный круглый комок. А теперь то, что называется заварное тесто. Точно так же собрали в аккуратный круглый комок и укладываем его поверх зеленого теста. Придавили и получили комок теста, который пока что состоит из 2 лепешек. Одна зеленая, а другая светлая.
убираем в целлофановый пакетик, и пусть тесто полежит минут 40, час, а может быть и полчаса. Все зависит от того, насколько быстро вы управитесь с фаршем, с зеленью. Я вам раскрою секрет полишинеля. Узбекских блюд без лука не бывает. Обязательно лук, и желательно побольше. Но сегодня у нас лук не только белый, а еще и зеленый, а еще и укроп, еще и петрушка, еще масса других трав, в том числе дикорастущих. Я вчера пошел на рынок, и вдруг смотрю, там продают какие-то очень красивые такие листья, большие, похожие на шпинат. Попробовал, батюшки Светы, да это же черемша, которая знакома мне по моим поездкам в Чечню. В Чечне очень любят черемшу, там даже проводят фестиваль черемши. Представляете себе, готовят десятки, если не сотни блюд из черемши. Но черемшу в Чечне, да и на Северном Кавказе собирают преимущественно в виде ростков. Снег разгребают и добывают вот этот вот, то, что называется медвежий лук. И знаете, что забавно? Черемша, как правило, растет вперемешку с подснежниками. Лук можно нарезать и обычными полукольцами. Сегодня я нарезаю кубиками, потому что хочу, чтобы он в фарше выглядел как можно более однородно. Я уверен, что практически все умеют резать лук. Но мало ли чего, а вдруг кто-то не умеет. Прорезаем лук ломтиками. Причем нож сначала держим наклонно, а дальше все более параллельно доске. Теперь носиком ножа, начиная от хвостика, прорезаем лук через определенные расстояния. Придерживаем лук со всех сторон, чтобы он не расползался в разные стороны. И никуда не торопясь, аккуратненько. Посмотрите, какие кубики. Ну вот и все. Берем масло, берем лук, и пора разводить огонь под сковородкой, не сковородкой, под очень хорошим сотейником из толстого литого алюминия кукмара. Кукмара с так называемым гранитным покрытием не подведет. Три луковицы на вот этот сноп зелени будет в самый раз. Но поскольку сегодня лук мы будем не жарить, а припускать, поливаем его буквально 2-3 столовыми ложками воды и примерно столько же растительного масла. Этого достаточно. Накроем крышкой, пусть лук пропаривается. Айда зелень нарезать. Вот я не знаю, можно ли называть зеленью зеленую стручковую фасоль. Честно говоря, в Узбекистане ее ни в самсу, ни в манты не добавляют. А я хочу добавить. Потому что ее очень любят в другой родной для меня стране, в Азербайджане. В Азербайджане с такой фасолью и яичницу готовят, и массу других блюд. Прежде чем нарезать фасоль удобными кусочками, с нее необходимо снять, как бы это назвать, вот здесь вот ниточки такие есть. Обрезаешь носик и обрываешь эти ниточки. Потому что вся фасоль довольно комфортна, а вот эти ниточки, которые удерживают стручок целиком, довольно жесткие. Они будут застревать в зубах. А нам необходимо получить очень комфортное и вкусное блюдо. Поэтому вот такие носики я бы тоже обрезал. Зеленая самса, зеленые манты, зеленая чучвара, мелкие узбекские пельмени. Все это блюдо очень полезны. Не случайно их едят весной, в начале лета, когда в предгорьях, а затем и в горах появляется свежая дикорастущая зелень. За зиму запас витаминов в организме истощается, и люди торопятся получить свежую порцию. Но нам, кулинарам, иногда следует подумать о сбалансированности блюд, о сбалансированности рациона в целом. Тесто – это углеводы. Здесь у нас витамины, растительные волокна, все очень полезно. Жиры мы добавим за счет растительного масла, за счет
сливочного масла. А вот фасоль – это очень хороший, очень легко усваивающийся растительный белок. Фасоль придаст начинке основательность, сытность. Ну, как здесь лук? Отлично. Только-только начал золотиться. И это прекрасно, потому что немного золота этому луку я хочу добавить. Я говорю о куркуме. Хочу обратить ваше внимание на то, как равномерно распределяет тепло алюминий. Повсюду, по всей плоскости сковороды лук зарумянился одинаково. А ведь огонь горит, только узким колечком. Немного добавим воды. Отправляем к луку всю фасоль. Ого, грамм 500-600. Но ничего, начинки получится много. И скажу вам по секрету, начинка остынет, и ее можно отправить в холодильник. 2-3 дня пролежит спокойно. Ведь потом еще раз захочется приготовить либо манты, либо самсу. Молодой чеснок. Молодой чеснок может попариться, потомиться, потушиться несколько подольше. Поэтому его отправим в сотейник следующим. Ух, и запах озорной. Сильный запах. Манты получатся очень аппетитными. Очень хорошо все происходит. Очень хорошо на самом маленьком огне. Потому что под крышкой тепло не теряется, пар не теряется. Вся зелень обрабатывается очень быстро, поэтому надо поторопиться. Надо скорее нарезать все остальное. Иначе это первое переготовится. Зеленый лук. Зеленый лук. Очень много зеленого лука. Знаете, ведь ни в русской, ни в среднеазиатской традиции зеленый лук обычно не жарят. А вот в традиции восточной, юго-восточной зеленый лук готовят. Давайте и мы попробуем. Будет очень вкусно. Я уверен. Готов лук. Много лука. Когда имеете дело с зеленью, не смотрите на объем. Смотрите на вес. Здесь на самом деле грамм 150, не больше. Петрушка и укроп. Все очень просто, все очень понятно, но вот такие толстые стебли отрезать. Оставить их, например, для консервов, либо для приготовления супов, потому что запах эти стебельки все равно имеют. На хорошей кухне надо беречь, надо использовать все, что имеет вкус и все, что имеет запах. Отправляем ароматную петрушку, ароматный укроп к остальной зелени. И вот теперь черемша. Черемша, которую я полюбил в Чечне. Я вам расскажу, как в Чечне готовят черемшу. Там ее нарезают не мелко, а примерно вот так. Либо оставляют целыми стебельки, припускают на воде, присаливают и отправляют к ней добрый кусок масла. Мы поступим точно так же. Только ввиду того, что и черешкам, и стебелькам черемши предстоит стать начинкой для мантов, я нарезаю ее мелко.
как и полагается для мантов. Стебельки, они пожестче, поэтому их отправляем в сотейник первыми. Пусть потушатся. Я хочу обратить внимание, что еще совсем недавно наши народы активно использовали дикорастущие растения в кухне. Лебеда, крапива, черемша. Повсюду, от Кавказа до Сибири, пользовались спросом. А теперь времена такие пошли, что люди ленятся собирать растения и предпочитают покупать готовыми. По цене 2-3 килограммов мяса, между прочим. Ну да ладно, на что не пойдешь ради вкусной еды. Если у кого-то нет черемши, а вот зеленую самсу хочется, возьмите шпинат. Возьмите шпинат, со шпинатом тоже хорошо получится. Вы добавьте к нему чего-то вкусного. Знаете, шпинат это как основа. Он практически нейтрален, но вы можете добавить к нему что-то вкусное, что-то ароматное. И чеснок, и укроп, и лук, и все, что попадется. И если нет вот такой зеленой фасоли, ну что с того? Возьмите обычную белую, отварите ее как следует, а потом растолките, помните ее и добавьте в этот фарш. Тоже получится очень вкусно, уверяю вас. А можно ведь и вовсе обойтись зеленым горошком из банки. Но почему нет? Зеленый горошек, свежая зелень. Самое главное, чтобы было сытно и вкусно. Черемша ведь она что? Ну вот зелень и зелень, листики и листики. Что шпинат, что щавель. Щавель кисленький, а в черемше есть еще и чесночный дух. Скажем даже так, чесночно-луковый. И этот дух очень ценится. Нельзя его убивать ни в коем случае. Черемша готовится, буквально за несколько минут. Поэтому мы ее нарезаем последней, ведь она еще и в мантах. Внутри каждой манты будет доготавливаться, доходить до готовности. Мне часто пишут: приготовьте то, приготовьте это. Знаете, вот, во-первых, пользуйтесь поиском по Ютубу. 99% тех блюд, которые мне предлагают приготовить, я готовил, да уже и не по одному разу. Вот с черемшой манты я готовлю в первый раз. Знаете, как я пришел к такой идее? Я сначала на базар пошел. Пошел на базар посмотреть, что там продают. Смотрю, продают свежую черемшу. Вот так и родилась идея, что готовить. Свежее, новое для моих зрителей, полезное и оригинальное блюдо. Ну все, опускаем черемшу. Ну, а кто солить будет? Пушкин? Нет уж. Пусть новоявленные Александры Сергеевичи, Михаил Юрьевичи и даже Львы Николаевичи занимаются своим делом. А нам важно правильно посолить. Вы знаете, сейчас ведь начинки у нас здесь уже 1,5 килограмма. И эта начинка должна иметь хороший, яркий вкус. Солю примерно 1 столовой ложкой соли. Наверное, чуть-чуть воды добавлю. Чувствую, что она уже практически кончилась, а мне сейчас необходим пар. Именно на пару и непременно в присутствии сливочного масла должна приготовиться черемша. Ну да, пойдемте скорее нарезать сливочное масло. Давайте нарежем его кубиками, чтобы оно получше распределилось в сотейнике. Знаете, некоторые добавляют к такому фаршу яйца. Можно. И это очень хорошая, очень правильная идея. Знаете, прямо сырые яйца. Пусть они обволакивают зелень, ну а там внутри мантов, внутри самсы, внутри чучвары, разумеется, все приготовится. А нам сейчас осталось только дождаться, чтобы
Масло растаяло и пропитало всю зелень. Запомните, витамины, которые содержатся в зелени, не усваиваются без жиров. Молочный жир, то есть сливочное масло, пожалуй, что самый полезный. Начинка готова и тесто вылежалось. Можем присыпать стол мукой и начинать раскатывать тесто. Раскатываем тесто аккуратно, не торопясь. Впрочем, оно изрядно податливое. Можно подсыпать еще муки, и эту муку тесто тоже возьмет в себя. Сворачиваем тесто в рулет. Сворачиваем рулет улиткой. И улитку еще раз в целлофановый пакетик. Недолго, минут 10 тесто должно полежать. За это время начинка как раз остынет. Тесто полежало минут 10. Ну и давайте попробуем раскатать его, посмотреть, что у нас получилось. Нарезаем сочни граммов по 25, по 30. Придавили сочень ладошкой, придали ему кругленькую форму. И дальше скалкой, так, чтобы сочень под скалкой вращался. Тесто тоненькое, чтобы быстро приготовилось. Ведь начинка, по сути дела, у нас уже готова. По полной ложке с горкой начинки будет вполне достаточно. Берем два противоположных края, сводим их к середине и тщательно слепляем. Затем торец. И другой торец, противоположный. Концы мантов сводим друг к другу и склеиваем. Знаете, способов лепки мантов бесчисленное множество. В Узбекистане каждая хозяйка может готовить несколько разновидностей. Но способ лепки влияет только на красоту, но не на вкус начинки и не на вкус теста. Я предвижу вопрос. А зачем было предварительно готовить начинку? Разве нельзя было сложить сырую зелень и варить манты подольше? Но дело в том, что у разной зелени разное время приготовления.
Например, репчатый лук, да, его необходимо готовить минут 25, может быть даже 30. А ту же самую черемшу, ну не дольше, чем 2 минуты. Прежде чем перекладывать манты на решетку манты каскана, смазываем их донышко маслом. Вот так. Один обмакнули и друг об друга размазали. Смотрите, сколько фарша еще осталось. Но это хорошо, мне этот фарш очень понравился на вкус. Мы тут пока лепили, попробовали. А посмотрите, какими манты получаются. Знаете, какое название будет у этих мантов? Мраморные зеленые манты. Маслом смазываем донышко мантов для того, чтобы они не прилипли к решетке манты каскана. Манты каскан по-русски называется мантышница. Но по сути дела можно взять любую пароварку. Хотите, чтобы манты приготовились быстро и хорошо? Не надо укладывать манты в мантышницу слишком плотно. Оставляйте пространство между ними. А еще очень важно, чтобы вода кипела максимально сильно. Вот как у меня. Знаете, за сколько времени будут готовы манты? За 7 минут. Засекайте время. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Вот и все. 7 минут прошли, но погодите. Еще не время вынимать манты. Открыли мантышницу. И обязательно надо помахать салфеткой сверху. Сделать так, чтобы манты как бы просохли немного. Подостыли чуть-чуть. Кстати говоря, как проверять, тесто готово или нет? Да пощупайте его. Если оно не липнет к пальцам, а вот видно же, что не липнет, значит все в порядке. Готово. Отошел пар? Ага. Снимаем первый ряд. Следующий подсушиваем. У кого есть вентилятор, у кого есть фен для волос. У меня откуда фен для волос может быть? Можно феном для волос подуть немного. Все, перекладываем на блюдо. Блюдо у меня особым образом устроено. Здесь есть луночка
под пиалу со сметаной. Ну вы же знаете, что манты подают со сметаной. Но у нас в семье издавна принято смазывать манты сливочным маслом. Их вот так помажешь, и они потом друг к другу не прилипают, во-первых. Ну а во-вторых, симпатичнее становятся, красивее намного, аппетитнее. Но для пущей аппетитности есть у меня одна добавочка. Красный перчик. Ну такой средней жгучести. А по чуть-чуть не помешает, потому что сами манты мы ничего острого не клали. Все острое сверху. Кому не хочется, может просто смахнуть, да и не есть. Знаете, о чем я хочу вас попросить? Вы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал в YouTube с одной практической целью. Приходите ко мне и расскажите, а что вы готовите с дикорастущими растениями? А какие семейные рецепты с черемшой сохранились у вас? Любите черемшу? А вообще, растет ли она в вашем регионе? Я всюду говорю, что пробовать еду, которую сам же и приготовил, и сам себя нахваливать, идея сомнительная. Но сегодня удержаться не могу, потому что уж больно аппетитными выглядят манты. Попробую у вас на глазах. Может быть, и у вас аппетит появится для того, чтобы приготовить такие манты и попробовать. А соку-то там сколько? Вы знаете, сколько там сока? Такие манты надо есть аккуратно, чтобы не обляпаться. Кстати, а вы знаете, что слово манты — это не множественное число от единицы мант? Нет, манты — так называется блюдо в целом. Множественное число в тюркских языках образуется за счет прибавления суффикса. Например, в узбекском ляр, где-то тер и так далее. Но никто не говорит мантыляр, никто не говорит мантытер. Манты — название великого тюркского блюда, которое распространилось в том числе и в Китае. В Китае кусочек парового теста так и называют — манту. Вы идемте сюда поближе, разрежу одно. Дорогие друзья, я прихожу к вам в дом через телеэкраны, через мониторы ваших планшетов и смартфонов не для того, чтобы рассказать о том, какой я великий повар. Я прихожу с надеждой пробудить в вас хорошее настроение и желание приготовить что-то очень вкусное для своих родных, для близких, для друзей. Чтобы с хорошим настроением пожелать близким людям приятного аппетита!